Сегодня в видео будет наращивание. Преображение возрастных ручек. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Практически все клиенты, которые давно не были на маникюре, стесняются своих ручек и говорят, что они у них самые запущенные. На самом деле все не так уж плохо. Ногти разной длины давно уже не проблема. Их можно выровнять под самый короткий или нарастить желаемой длины. Сегодня у меня второй вариант, так как ручки должны быть в порядке к торжественному мероприятию. Итак, приступаю к работе. Убираю свободный край, в наращивании он будет только мешать. Опиливаю и поднимаю чешуйки ногтя этой же пилочкой. Это необходимо для хорошей сцепки ногтя с материалом. Беру фрезу пламя, вычищаю птеригий. Теперь приступаю к наращиванию. Обрабатываю ногти Nail Prep и праймером. Даю праймеру 2-3 минуты подсохнуть и покрываю все ноготки тонким слоем базы. Подставляю форму. Она должна строго продолжать натуральный ноготь, не клевать вниз и не уходить в сторону. То, насколько ровно подставлена форма, проверяю по фаланге пальца в расслабленном состоянии руки клиента. Это частая проблема многих начинающих мастеров. Делаю сначала подложку. Выкладываю нужную длину, форму. На ноготь захожу только на 2-3 мм. Только лишь для того, чтобы все это дело не оторвалось вместе с формой, когда буду ее снимать. Сушу в лампе 30 секунд и сразу зажимаю арку. Жду, пока гель остынет. Снимаю форму и дожимаю еще чуть-чуть. Отправляю в лампу еще на минуту. Вот теперь выкладываю гель на весь ноготь. Беру шарик побольше и конструирую архитектуру и нужную толщину. Кисточку от материала стараюсь не отрывать, круговыми движениями распределяю на весь ноготь. У кутикулы оставляю свободный миллиметр, чтобы потом удобно было опилить. Работаю гелем матика средней консистенции. Сушу в лампе 2 минуты. Любой гель для моделирования имеет дисперсионный слой, то есть остаточную липкость. Поэтому после сушки вытираю липкий слой, и теперь необходимо все это дело опилить. Тут главное сохранить архитектуру и не перепилить точки вроста, но и при этом не поранить клиента. Именно поэтому маникюр делается не до наращивания, а после.
Еще раз прохожусь пламенем, проверяю, нет ли материала под кутикулой и заодно делаю маникюр. Работая на реверсе, пламенем сразу поднимаю кутикулу юбочкой. Подписывайтесь на мой канал, если еще этого не сделали, и нажимайте на колокольчик. Так вы всегда будете в курсе новых видео. Теперь срезаю шариком с красной насечкой. Работаю на низких оборотах фрезера, примерно на 13 тысячах. Обязательно полирую силиконовой фрезой. Вытираю нейлпрепом всю пыль, чтобы ни пылинка, ни ворсинка не мешала покрытию. Тонкой кистью прохожусь у кутикулы базой. Просушиваю и покрываю гель-лаком. Буду сегодня использовать Milano 033, нежно-розовый, слегка полупрозрачный, очень красивый, смотрится как фарфоровый. Покрываю в 2 слоя. Ногти без дизайна сразу покрываю топом, чтобы на них не летела пыль. Безымянный и средний шлифую бафом. Черными акварельными флюидами от Fox размываю хаотичные капли. Хочу, чтобы текстура была похожа на камень. Размываю спиртом несколько раз. Где-то цвет получается чуть темнее, где-то чуть светлее. Как раз то, что мне нужно. Далее рисую геометрию. Сушу в лампе и покрываю матовым топом. Теперь рисую веточки белой гель-краской без липкого слоя. Нужна краска именно без липкого слоя, чтобы потом сверху уже ничем не покрывать. Таким образом ноготки получаются матовыми, а веточки глянцевыми.
На сегодня у меня все. Жду ваших комментариев и всем желаю хорошего дня.